Доброго всем! Сегодня у нас в работе КБЦ автомобиля Kia Sportage двигатель G4.7, проблема с которой приехала в ремонт эта головка видна визуально. Как видите, на одном из цилиндров раздолбана свечная резьба. Дело в том, что когда-то в силу каких-то обстоятельств, я даже не уточнял в силу каких обстоятельств, свечная резьба данного цилиндра была испорчена. Соответственно, в этом свечном канале хозяин машины, а этот автомобиль работает в такси, поставил гужер. Какое-то время автомобиль без проблем возил пассажиров, но однажды водитель такси привез двух подруг пассажиров в магазин и по их просьбе стал дожидаться у входа. Когда клиентки вышли, водитель провернул ключ зажигания и услышал выстрел под капотом. Подняв капот, хозяин обнаружил вырванную свечу вместе с гужером. Пассажирок такси подхватил другой автомобиль, а водитель Спортейджа стал решать свою проблему. В итоге клиент появился у нас. Как вы понимаете, в это место уже нереально поставить новый гужон. Если здесь рассверлить и нарезать резьбу под больший диаметр, то на все 100% мы вскроем рубашку охлаждения. Поэтому здесь придется действовать кардинально. Старую резьбу нужно будет заварить и заново расточить, нарезать резьбу. Для этого сварщику потребуется удалить несколько седел, чтобы добраться горелкой до резьбы и заварить это место. Затем от нас потребуется восстановить геометрию цилиндра, восстановить посадочные места под седла клапанов, установить новые седла, нарезать фаски и еще много-много чего. Собственно, этой работой мы сегодня, да и в последующие дни займемся. Для начала я очищу головку от грязи и нагара. Традиционно делаю это механическим способом при помощи щеток разного диаметра. Затем головку отправляю в мойку. При помощи сильнодействующей химии домываю все остальные загрязнения. После щеток химия, конечно же, действует на ура. Мойка с ГБЦ приехала. Чистой водой под давлением смываю остатки химии, сжатым воздухом выдуваю остатки воды и сушу головку. Расточник координатно-расточного станка Виталий перед выполнением всех работ, конечно же, оценит фронт своей предстоящей работы, снимет нужные ему размеры, посмотрит, что ему потребуется, какой инструмент и приспособление для выполнения данного вида работ. Чтобы не выдергивать свечные колодцы, это бывает достаточно сложно и муторно, нужно найти или купить или изготовить длинные сверла и фрезы. А вот это та самая свеча с тем самым гужом. А я тем временем продефектую клапаны, диаметр впускного клапана 5,97, износ по стержню клапанов всего сотка на впуске. Также поступаю с выпускными клапанами, диаметр стержня традиционно на 2 сотки меньше, износ на выпуске состоял так же, как и на впуске, максимум сотка. После осмотра головки Виталий передал ГБЦ на предварительную разделку фрезеровщику Сергею. После разделки Сергей передал головку сварщику Андрею. Привет, друзья! Вот пришла головочка автомобиля Kia Sportage. На станке мы вырезали два выпускных седла и два впускных и одно выпускное седло, извините, я поправлю себя. Вот для чего это было сделано? Для того, чтобы мне нужно проварить очень глубоко, туда, вглубь наложить. Для чего? Для того, чтобы когда будет разделывать посадочное место свечи, чтобы там была ровная плоскость, и мне нужно максимально глубоко наложить присадку туда, вглубь колодца этого. Ну вот, перед вами это изделие, сейчас приступим. Как вы понимаете, алюминий требует максимальной чистоты, а поэтому сварщик дотошно очищает свариваемые поверхности.
В общем, мы организовали подготовку под сварку, все привели в порядочек. Значит, ложим головку в печечку, она греется. Как только погреется, будем ее варить. После заварки и остывания головки мы ее обязательно проверили на герметичность. Опрессовка проблем не выявила, и головка приехала в руки расточника координатно-расточного станка. Виталий заблаговременно подготовил необходимый инструмент. Как вы помните, он требовался достаточно длинным. Расточник крепит головку на синусном столе, так как свечные колодцы расположены здесь под углом к рабочей поверхности. Выставляет головку по уровню свечных колодцев и приступает к обработке. Вначале Виталий делает предварительную засверловку центровкой, заряжает центровку в оправку. Конечно же, она коротковата, ее нужно удлинить. Стружки будет много, поэтому расточник закрывает плоскость тряпкой и приступает к сверловке. И обязательно во всех операциях он брызгает РВшки. Затем берет сверловую десятку и проходит насквозь канал под резьбу свечей. Теперь Виталий берет изготовленную сверлофрезу и восстанавливает дно шахты. Восстанавливает его, естественно, на требуемую высоту. Эту высоту он измеряет, берет по соседнему колодцу. Далее уже другим сверлом диаметром 12,8 расточник начисто проходит резьбовой канал под нарезку резьбы М14-125. Остается делать за нарезкой резьбы. Виталий берет мечик М14-125, наращивает его удлинителем. Кидает на торец магнит и накручивает резьбу, предварительно смазав рабочую часть мечика маслом. Не падает.
Естественно, в ход идет сперва первый и затем второй номер. По завершению этих работ расточник переворачивает головку для расточки посадочных мест подсюдовых клапанов и восстановлению, конечно же, поверхности цилиндра. Выставляет по уровню сёдел и растачивает посадочные места. Далее восстановит поверхность цилиндра. Фрезой убирает лишнюю сварку, ориентируясь по соседним цилиндрам. Обязательно по завершении работ следует опрессовка. Опрессовка, как видим, проблем не выявила, а значит можно двигаться дальше. По нашим размерам, снятых с посадочных мест, токарь вытачивает из заготовок новые седла. Моя же задача поставить их на свое место. Для этого я подбираю требуемые оправки, грею в печи головку и приступаю к монтажу. Смазываю седла маслом и забиваю по своим расточным местам. Обязательно проконтролирую полученный результат визуально. Не должно быть щели, не должно быть перекоса. Теперь можно отдавать в контрольную финальную опрессовку, но все же перед этим нужно убрать лишнюю сварку, которая осталась торчать в коллекторах. Обработаю поверхности, которые предварительно расточил Виталий. Стандартно использую для этого набор шарушек и дрель, не забывая о масле, и поехал обрабатывать. Передал ГБЦ в контрольную окончательную опрессовку. Сам же я теперь займусь подготовкой клапана. Сперва я их почищу от нагара, а затем отшлифую фаску клапана. Пока я это делал, меня позвал опрессовщик, он зарядил головку в стенд, подал воздух под давлением 6 кг. Как видим, все в порядке, и теперь можно заканчивать работу с головкой. Осталось совсем немного. Ставлю ГБЦ на станок, нарезаю фаски на новых седлах, восстанавливаю фаски на старых седлах. Вот такая красота выходит. Обязательно притру клапаны к седлам, чтобы убедиться, что все выполнено на отлично. Использую пасту Permatex и присоску. Времени это отнимает немного, но я буду уверен в своей работе, так как зачастую хоть на одном клапане, но бывает перекос, и его приходится корректировать, то есть поправлять фаску. Фаска на клапане матовая, по всему диаметру, без пробелов и дымки. То же самое я наблюдаю на седле, значит все отлично. И конечно же я проверю свою работу в вакуум-тесте. Как видим, впуск на отлично. Переворачиваю головку выпускным коллектором к себе. Также все отлично. Извлекаю клапаны и сейчас буду заниматься валами и предварительной регулировкой. Но прежде нужно бы почистить и помыть бугели и сами валы от того же нагара, от того же масляного загрязнения. Стандартно вновь использую тарелочную щетку, чищу бугели. Теперь чищу валы. Посмотрите, как отличаются распредвалы между собой, очищенные и неочищенные. Бугели обмываю в мойке. На втулке ставлю старые стальники. Они нужны для регулировки, чтобы клапаны во время предварительной регулировки не выпадали. Ставлю по своим местам клапаны, переворачиваю головку, расставляю толкатели.
Кидаю на свои места валы. Все, конечно же, делаю на масле. Накидываю по своим местам букели. Обжимаю вал и обжимаю его с требуемым усилием. Так как таких шайб, как в этой головке, у нас нет, клиент покупать не стал, но в то же время он не возражал против регулировки путем подпила торца ножки клапана. Поэтому я и иду этим путем. Делаю регулировку данной ГБЦ путем подпила торца ножки клапана. Торцевать вряд ли придется более десятки, ну максимум 2-2,5 десятки. Когда все собрал, измеряю реальный размер, отнимаю его от требуемого и на эту разницу торцую клапан. Ту же процедуру проделываю с противоположной стороны. Далее удаляю старые сальники и отправляю головку на фрезеровку. После фрезеровки кидаю головку в мойку. Также туда отправляю все запчасти, пружины, тарелки, сухарики. После мойки и сушки беру сальники, которые мне привез клиент. Странно, но 13 сальников серые, а 3 почему-то зеленые. Но, как сказал клиент, ставьте то, что я вам привез. Ну, что есть, то и поставлю. Расставлю по своим притертым местам клапаны. Ставлю, как всегда, на масле. Переворачиваю головку, расставляю пружины. Как видим, у этих пружин разная частота навива. С одной стороны гуще, с другой реже. Частая сторона ставится вниз к головке. А в остальном пружины одинаковые, что на впуске, что на выпуске. За пружинами следуют тарелочки, в которые я ставлю сухарики. При помощи струбцинного рассухаривателя засухариваю клапанный механизм. Обстучу торцы ножек клапанов. Расставлю по своим местам толкатели. Смазываем маслом шейкера спидволов. Сперва на место ставлю выпускной вал и его сальник. Накидываю бугели.
Все так же обжимаю с требуемым усилием. И, конечно же, проверяю зазор уже с пружинами в собранном виде. Если все нормально, а у меня все нормально, ставлю крайний бугель на лад. Все то же самое я проделаю и с противоположной стороной. В принципе, ГБЦ готово. А на этом у меня все. Оставляйте комментарии, помогите донатам каналу и безаварийных вам поездок.